Мир, где вымершие виды вновь бродят по Земле. Это не просто сюжет фантастического романа, а реальность, которая постепенно становится достижимой благодаря современным технологиям. Дорогие зрители, представьте, что вы просыпаетесь утром, открываете окно, и на горизонте виднеются гигантские силуэты животных, известных нам только по старинным иллюстрациям и рассказам прошлого. В этом новом мире природа оживает заново. Древние обитатели, утратившие свое место в истории, возвращаются, чтобы снова занять свои экосистемные ниши. Эти существа, от величественных мамонтов до крошечных, когда-то обитающих в густых лесах, пассажирских голубей, способны изменить привычный облик окружающей среды. Каждая из этих животных имела свою важную роль, будь то регулирование климата, обновление растительного покрова или поддержание баланса в экосистеме. Их исчезновение было не случайностью, а результатом сложного взаимодействия климатических изменений, человеческой деятельности и утраты естественных мест обитания. Я часто задумываюсь, а что, если бы у нас была возможность вернуть эти виды? Представьте, как древние мамонты со своими огромными бивнями и густым мехом снова топчут заснеженные равнины, помогая сохранять вечную мерзлоту и замедлять глобальное потепление. Или как пассажирские голуби, некогда заполнявшие небеса Северной Америки, вновь озаряют воздух своим полетом, напоминая о том, как когда-то природа была безграничной. Современные технологии, такие как редактирование генов с помощью CRISPR, клонирование и метод обратного разведения, дают ученым шанс сделать невозможное — стереть границу между прошлым и настоящим. Однако, вместе с огромным потенциалом приходят и сложные вопросы этики, экологии и безопасности. Может ли возрождение вымерших видов стать спасением для иссякающих экосистем? Или же это вмешательство в природу принесет непредсказуемые последствия? Я призываю вас задуматься, готовы ли вы принять мир, где каждое утро начинается с шанса увидеть живую историю? Где технологии и природа сливаются воедино, даря нам возможность исправить ошибки прошлого и восстановить утраченное богатство жизни на Земле. Мы стоим на пороге новой эры, где научные достижения обещают вернуть к жизни образы, давно ушедшие из нашего мира, и каждая такая попытка — это вызов самому себе и природе. Мамонты — воскрешение ледяных гигантов. Они — олицетворение эпохи, когда Земля была покрыта бескрайними холодными степями. Дорогие зрители, представьте себе, как эти исполинские животные, появившиеся примерно 800 тысяч лет назад, грациозно шествуют по просторам, где когда-то царствовала вечная мерзлота. Их мощное тело, покрытое густым мехом, позволяло им выживать в суровых условиях северных регионов Евразии и Северной Америки, где холод и снег были неотъемлемой частью жизни. Однако, около 4000 лет назад на отдаленном острове Врангеля последний мамонт сделал свой последний шаг, поддавшись изменению климата и неумолимой охоте со стороны человека. Сегодня ученые не просто мечтают о возвращении этих древних титанов, они работают над этим неустанно. С помощью технологии редактирования генов исследователи берут образцы ДНК азиатских слонов, ближайших живых родственников мамонтов, и вносят в них гены, отвечающие за густой мех, толстый слой подкожного жира и адаптацию к холодному климату. Представьте себе, что уже в ближайшие годы мы сможем увидеть гибридных животных, сочетающих в себе черты современных слонов и древних мамонтов, способных вернуть утраченную экосистемную функцию. Эти животные могли бы топтать заснеженные равнины, разрушая толстый слой снега, что позволило бы холодному воздуху проникать глубже в землю и поддерживать состояние вечной мерзлоты, таким образом замедляя процессы глобального потепления. Этот проект не лишен сложностей. Каждая молекула ДНК — это уникальный кладезь информации, а малейшее отличие может привести к возникновению совершенно нового вида. Но разве не удивительно, что наука способна преодолевать границы возможного? Ведь мамонты, некогда правившие просторами Земли, не просто были животными, они были ключевыми участниками экосистемы, чья деятельность способствовала обновлению растительного покрова и регулированию климата. Возвращение этих ледяных гигантов может стать не только триумфом научного прогресса, но и важным шагом в борьбе с изменением климата, дающим надежду на восстановление утраченного природного баланса. Можете ли вы поверить, что скоро прошлое вновь станет частью нашего настоящего, и древние мастодонты будут топтать снег, как когда-то? Додо-птица. Птица, которая стала символом утраты и одновременно источником надежды на возрождение исчезнувших видов. Эти нелетающие создания обитали на острове Маврикий в Индийском океане и были характерны своей необычной внешностью. Крупное тело, непропорционально маленькие крылья и массивный клюв, который помогал добывать пищу в густых тропических лесах. Додо жили в условиях, где природные хищники отсутствовали, и эволюция подарила им мирное существование в окружении изобилия фруктовых деревьев и кустарников. Однако их судьба кардинально изменилась с приходом людей.
С появлением европейских поселенцев охота на этих птиц вела к быстрому снижению их популяции, а интродукция чужеродных животных, таких как собаки и крысы, привела к разрушению гнезд и уничтожению яиц. Последний представитель этого вида, согласно данным, исчез в конце 17 века, примерно в 1690-м. Сегодня ученые работают над проектом, целью которого является воссоздание функционального аналога додо. Используя методы генетического редактирования, специалисты берут генетический материал ближайшего родственника додо – никобарского голубя. Этот подход основан на сравнительном анализе ДНК, позволяющем выявить утраченные черты вымершей птицы и воссоздать их в живом организме. Технологии, такие как CRISPR, позволяют внести необходимые изменения в геном голубя, чтобы получить фенотип, максимально приближенный к оригинальному виду додо. В процессе исследований ученые анализируют морфологические особенности, образ жизни и экологическую роль додо, чтобы возрожденное существо смогло адаптироваться к современным условиям Маврикия. Такой подход не только открывает возможности для сохранения культурного наследия, но и может дать ценные уроки для будущей экологии и сохранения биологического разнообразия. Проект по воскрешению додо сопровождается подробными исследованиями, лабораторными экспериментами и анализом древних образцов ДНК, сохранившихся в музейных коллекциях. Результаты этих исследований позволяют ученым реконструировать эволюционную историю вида, понять причины его исчезновения и разработать стратегию по его воссозданию. Этот многогранный процесс требует сотрудничества специалистов из различных областей – генетиков, палеобиологов, экологии и даже специалистов по восстановлению утраченных экосистем. Тасманский тигр. Сумчатый хищник, некогда населявший обширные леса и саванны Австралии и Тасмании, представляет собой один из самых трагичных примеров исчезновения уникальных видов. Эти животные обладали характерными для сумчатых особенностями – компактным телом, мощными лапами и неповторимым обликом, который сочетал в себе черты хищника и животного с развитой социальной структурой. Исторические записи свидетельствуют о том, что тасманский тигр был распространен по обширной территории, однако его присутствие на материке закончилось задолго до прибытия европейцев. А последний известный экземпляр умер в зоопарке в городе Хобарт в 1936. Основными причинами исчезновения данного вида стали изменения климата, кардинально повлиявшие на экосистему, а также активная охота и преследование со стороны колонизаторов, что привело к резкому сокращению популяции. Тасманский тигр был не только важным звеном пищевой цепи, но и играл значимую роль в поддержании баланса природных сообществ, регулируя численность мелких млекопитающих и птиц. С исчезновением этого уникального хищника нарушился экологический баланс, что оказало долговременное влияние на биоразнообразие регионов, где он когда-то обитал. Современные ученые не остаются равнодушными к этой утрате и применяют инновационные технологии для восстановления вида. Применяя методы работы со стволовыми клетками, специалисты стремятся использовать генетический материал, полученный от близкородственных сумчатых, чтобы создать генетически модифицированные эмбрионы, максимально приближенные по характеристикам к оригинальному тасманскому тигру. Этот процесс включает извлечение, культивирование и последующую реконструкцию клеток, что требует высокой точности и глубоких знаний в области генетики и молекулярной биологии. Помимо генетического редактирования, ведутся исследования по изучению поведения и экологической роли тасманского тигра, чтобы воссозданный вид мог успешно интегрироваться в современную среду обитания. На сегодняшний день ученые проводят лабораторные эксперименты, направленные на преодоление множества технических и этических барьеров, связанных с воскрешением исчезнувших видов. Эти усилия требуют значительных ресурсов, времени и международного сотрудничества, но результаты исследований дают надежду на то, что когда-то возможно вернуть к жизни одного из самых загадочных представителей австралийской фауны. Восстановление тасманского тигра не только позволит восстановить утраченный элемент экосистемы, но и послужит важным этапом в развитии технологий по сохранению биологического разнообразия. Пассажирский голубь. Легенда неба. Утраченное величие, олицетворяющее некогда бескрайние просторы Северной Америки. Этот вид, известный под научным названием Ectopistes migratorius, когда-то населяли густые леса, и их популяция достигала миллиардов особей. Пассажирский голубь был уникален не только своими количественными показателями, но и значением для экосистемы. Эти птицы играли важную роль в распространении семян и поддержании растительного разнообразия, участвуя в цикле возобновления лесного покрова. Их быстрый темп размножения и способность к дальним миграциям делали их одним из ключевых компонентов природного баланса, что позволяло лесам обновляться и
развиваться. Однако с началом промышленной охоты и резким сокращением лесных массивов, вызванным экспансией человеческой деятельности, численность пассажирского голубя начала стремительно сокращаться. Массовая охота, а также разрушение естественной среды обитания привели к тому, что уже в начале 20 века этот вид оказался на грани исчезновения. Последний пассажирский голубь погиб в зоопарке в Цинциннати в 2019-м, став символом безжалостного вмешательства человека в природу. Исчезновение этого вида стало ярким примером того, как за считанные десятилетия можно стереть с лица Земли целую легенду, которая когда-то наполняла небо жизнью и звуками. Современные ученые, осознавая масштаб утраты, не остаются равнодушными к возможности вернуть этот вид к жизни. Организация Revive and Restore запустила амбициозный проект по восстановлению пассажирского голубя, используя ДНК, извлеченную из музейных образцов, которые хранились в специальных условиях на протяжении десятилетий. Применяя передовые технологии генетического редактирования, исследователи работают над тем, чтобы внедрить необходимые изменения в геном его ближайшего родственника – полосатохвостого голубя. Цель проекта состоит в создании живого организма, максимально приближенного по морфологии, поведению и экологической роли к оригинальному пассажирскому голубю. Этот процесс включает детальное изучение генетических последовательностей, морфологических особенностей и исторических данных, что позволяет восстановить утраченные черты вида. Восстановление пассажирского голубя может стать важным шагом в обретении утраченного природного баланса, показывая, что даже исчезнувшие виды могут снова обрести свое место в природе. Квагга. Подвид равнинной зебры, чья история олицетворяет не только трагедию утраты, но и надежду на возрождение утраченного многообразия. Квагга, известная под научным названием Equus quagga quagga, когда-то свободно бродила по обширным саваннам Южной Африки, где ее грациозные движения и характерная полосатая окраска делали ее неотъемлемой частью местной фауны. Эти животные играли важную роль в поддержании экосистем, способствуя естественному обновлению пастбищ и регулированию растительности. Их присутствие оказывало влияние на распределение водных и наземных ресурсов, создавая условия для существования других видов. В течение многих веков квагга были символом дикой природы, воплощая в себе идею гармонии и красоты природы. К сожалению, интенсивная охота ради ценной шкуры и мяса, а также разрушение естественных пастбищ привели к резкому сокращению численности этого уникального подтипа зебры. Последний представитель квагги скончался в зоопарке Амстердама в 1883, что стало окончательным ударом для вида. Исчезновение квагги не только обеднело биологическое разнообразие региона, но и нарушило тонкий баланс экосистем, где эти животные играли роль естественных регуляторов. Потеря квагги оставила заметный след в истории охраны природы, став ярким напоминанием о том, как человеческая деятельность может необратимо изменить ход эволюции. Современные ученые не теряют надежды на восстановление этого вида и запускают проект, известный как Quagga Project. Данный проект основан на методе обратного разведения, который предполагает селекцию современных равнинных зебр с целью выявления особей, обладающих чертами, наиболее схожими с кваггой. Этот сложный и длительный процесс включает многопоколенческую селекцию, тщательный анализ генетических маркеров и изучение морфологических характеристик, что позволяет постепенно возвращать утраченные признаки утраченного вида. Исследователи изучают исторические документы, сохранившиеся рисунки и другие артефакты, чтобы воссоздать точный облик квагги и восстановить ее поведение в естественной среде. Проект требует значительных временных и финансовых затрат, а также тесного международного сотрудничества между специалистами в области генетики, экологии и биологии. Возрождение квагги может стать важным шагом в восстановлении природного баланса и примером того, как современные технологии способны вернуть к жизни элементы утраченного биоразнообразия, открывая новые перспективы для охраны природы. Тур. Гигант древних пастбищ, оставивший неизгладимый след в истории природы. Этот мощный дикарь, известный под научным названием Bos primigenius, когда-то бродил по обширным лесам и открытым равнинам Европы, Азии и Северной Африки. Тур являлся предком современных домашних коров и представлял собой символ первобытной силы, способной поддерживать баланс экосистемы. Его массивное телосложение, внушительные рога и выносливость позволяли ему пастись на диких лугах, способствуя естественному обновлению растительного покрова. Такие животные играли роль мегагрейзеров. Они не только регулировали рост трав, предотвращая зарастание лесов, но и способствовали распространению семян, изменяя структуру почвы и водный баланс в регионах своего обитания. В последние годы изменения климата, интенсивная охота и расширение сельскохозяйственных угодий привели к исчезновению тура. Последний дикий представитель этого вида был зафиксирован в Польше в 1627 году. Смерть тура стала символом утраты природного богатства и стала толчком для многих экологических инициатив по восстановлению утраченных
утраченных экосистем. Сегодня ученые по всему миру работают над амбициозным проектом по воскрешению тура. Программа Taurus программ использует передовые методы геномного редактирования в сочетании с многопоколенной селекцией, чтобы вернуть характерные черты этого величественного животного в современную популяцию домашних коров. Исследователи тщательно анализируют фрагменты ДНК древнего тура, сопоставляя их с геномом его ближайших живых родственников, чтобы шаг за шагом восстановить утраченные признаки. От массивных рогов и крепкого скелета до поведенческих особенностей, таких как агрессивное территориальное поведение и способность к дальним миграциям по пастбищам. План восстановления тура предполагает не только возвращение символа древних пастбищ, но и возможное улучшение природного баланса в регионах, где исчезновение этого вида привело к нарушению экосистем. Белоклювый дятел. Певец древних сосновых лесов, чье исчезновение стало одним из ярких примеров утраты уникальных экосистем. Этот яркий представитель птиц, научное название которого Campephelus principalis, когда-то населял старейшие сосновые леса южных штатов Соединенных Штатов. Обладая характерной внешностью, насыщенной окраской оперения, выразительным клювом и громким проникновенным криком, белоклювый дятел играл важную роль в поддержании баланса лесной экосистемы. Эти птицы помогали контролировать численность насекомых, участвовали в распространении семян и способствовали естественному обновлению лесного покрова, влияя на разнообразие флоры и фауны региона. Со временем интенсивная вырубка лесов, изменение климата и утрата естественной среды обитания привели к резкому сокращению численности белоклювого дятла. Последние наблюдения за этим видом датируются серединой 20 века, и сегодня вид официально считается вымершим. Исчезновение белоклювого дятла стало не только утратой для биоразнообразия, но и символом неумолимых последствий человеческой деятельности, которая разрушает даже самые уникальные и жизненно важные экосистемы. В условиях стремительного исчезновения редких видов современные ученые не сидят сложа руки. Компания Colossal Biosciences возглавила проект по восстановлению белоклювого дятла с использованием методов генетического редактирования. Специалисты проводят тщательный анализ сохранившихся музейных образцов ДНК, пытаясь восстановить утраченные генетические черты и воссоздать фенотип, максимально приближенный к оригинальному виду. Этот процесс включает последовательное секвенирование генома, сравнительный анализ с ближайшими родственными видами, а также внедрение ключевых генетических маркеров с помощью технологии CRISPR. Полученные данные позволяют не только воссоздать внешний вид птицы, но и восстановить ее биологические функции, такие как способность к адаптации в старовозрастных сосновых лесах, специфические миграционные повадки и уникальное пищевое поведение. Возрождение белоклювого дятла может стать важным шагом восстановления экосистем, где некогда царил гармоничный баланс между растительным и животным миром. Несмотря на технические сложности, усилия ученых по восстановлению белоклювого дятла символизируют стремление человечества не только исправить ошибки прошлого, но и обеспечить будущее, где природное богатство будет цениться и сохраняться. Пиренейский козерог. Эксперимент возрождения, граничащий с чудом. В начале 2003-го ученые предприняли попытку клонирования пиренейского козерога, вида, известного как Capra pyrenaica pyrenaica, который исчез вследствие чрезмерной охоты и разрушения естественной среды обитания. Последняя особь этого вида погибла в 2000 году, и ученые сумели сохранить ее генетический материал в виде замороженных образцов тканей. В эксперименте использовалась методика переноса ядра. Генетическая информация, содержащаяся в клетке замороженной козерожки, извлекалась и внедрялась в яйцеклетку домашней козы, из которой предварительно удаляли ядро. Таким образом, надеялись создать генетически идентичную копию вымершего вида, которая смогла бы развиться в полноценного организма с характерными морфологическими и физиологическими признаками пиренейского козерога. Несмотря на все усилия, первый клон, родившийся в ходе эксперимента, прожил всего 7 минут. Причиной столь короткой жизни стали серьезные дефекты легких, что указывало на сложность работы с древней ДНК и несовместимость некоторых клеточных механизмов между донорской и приемной клетками. Этот результат подчеркнул, что даже при наличии современных технологий клонирования и геномного секвенирования наука сталкивается с фундаментальными ограничениями при восстановлении утраченных видов. Проблемы, связанные с деградацией генетического материала, отсутствием генетического разнообразия и адаптацией к условиям современной окружающей среды, остаются одними из главных барьеров на пути к успешному воскрешению пиренейского козерога. Тем не менее, результаты этого эксперимента стали важной отправной точкой для дальнейших исследований в области деэкстинкции. Они продемонстрировали, что использование замороженных образцов и технологии переноса ядер может дать реальные, пусть и временные результаты. Ученые продолжают работать над улучшением методов клонирования, оптимизацией протоколов переноса ядер и поиском способов компенсации утраченного генетического разнообразия, чтобы в будущем можно было не просто создать отдельного клона, а обеспечить жизнеспособность и воспроизводимость популяции. Частичное восстановление мозга свиньи.
Еще один эксперимент. Он позволяет глубже понять механизмы функционирования нейронных сетей и оценить границы жизнеспособности клеток после клинической смерти. В начале 2019-го исследователи из Ельского университета провели уникальное испытание. Цель которого заключалась в восстановлении части функций мозга свиньи спустя несколько часов после остановки кровообращения. Для этого была разработана инновационная жидкость, имитирующая состав крови, обогащенная кислородом и питательными веществами, способная проникать в тончайшие сосуды мозга и поддерживать жизнедеятельность нейронов. В ходе эксперимента мозг свиньи был аккуратно извлечен и помещен в специальное устройство, через которое жидкость перфузировалась, имитируя естественное кровотечение. За счет этой процедуры удалось частично восстановить структуру нейронных связей, что свидетельствовало о том, что клетки мозга способны к регенерации даже после длительного периода без кровоснабжения. Несмотря на то, что эксперимент не привел к возрождению сознания или полной функциональности мозга, результаты показали, что некоторые участки нейронной сети способны к оживлению при наличии необходимых условий. Это открытие стало важным шагом в понимании того, как можно замедлить или даже обратить процессы клеточной гибели, произошедшие после клинической смерти. Методика, разработанная учеными, включает использование специально сформулированной жидкости, содержащей не только кислород и питательные вещества, но и стабилизаторы клеточных мембран, что позволяет минимизировать повреждения на клеточном уровне. Экспериментальные данные показывают, что даже спустя 4 часа после остановки сердца возможно восстановление некоторых нейронных функций, что ранее считалось невозможным. Эти результаты открывают перспективы для дальнейших исследований в области нейрологии, лечения инсультов и других патологических состояний, связанных с недостаточным кровоснабжением мозга. Данный эксперимент не только расширяет наше понимание биологических границ между жизнью и смертью, но и ставит важные вопросы относительно потенциала восстановления органов после их отключения. Несмотря на то, что полное возрождение сознания пока остается недостижимой целью, успехи в частичном восстановлении функций мозга демонстрируют, насколько тонка грань между жизнью и клеточной смертью. Результаты этого исследования могут стать основой для разработки новых методов медицинской реанимации и терапии, способных значительно улучшить исходы при сердечно-сосудистых и нейрологических патологиях.